Для всех любителей фидерной и карповой ловли есть очень полезная информация. Абсолютно каждый фидерист не раз задавался вопросом, где же взять качественные кормушки по максимально низким ценам. Да еще чтобы был большой ассортимент, чтобы можно было выбрать нужный вес и объем. Так вот, для вас есть хорошая новость. Такие кормушки действительно существуют. Хочу порекомендовать компанию Грузила Опт. Это украинский производитель очень качественных рыболовных кормушек и грузил. А самое интересное, что Грузила Опт имеют свое собственное производство без каких-либо посредников. Поэтому цены совсем невысокие, а качество на высшем уровне. Проверено лично нами. Компания Грузила Опт производит как классические фидерные кормушки, так и флет-методные кормушки. Кстати, кормушки флет меня вообще поразили своей ценой. Но кто знает, сколько они обычно стоят, тот поймет, о чем я говорю. Все кормушки компания производит в разных весах и кормоемкостях. Здесь можно приобрести как пикерную микрокормушку, так и большую закормочную. Все кормушки от фирмы Грузила Опт сделаны из очень прочного пластика. Даже если нечаянно наступить на кормушку, то такой кормушки ничего не будет. А также они имеют надежное соединение сетки с грузилом, что тоже немаловажно. Помимо фидерных кормушек, Грузила Опт изготавливают карповые и маркерные грузила различных форм и весов. И, конечно же, не забыли про спиннингистов. Здесь также можно найти очень интересные цветные чебурашки-эсцентрики, ушастые грузила-незацепляйки и большой выбор джиг-головок. Чтобы познакомиться с полным ассортиментом, заходите на сайт gruzilaopt.prom.ua. Здесь можно приобрести продукцию в розницу, а также есть очень интересные условия работы для оптовиков и магазинов. И, кстати, линейка для волосяной оснастки, о которой вы так часто меня спрашиваете, здесь также имеется. В этот чудесный выходной день мы отправились на очередную фидерную рыбалку. Сегодня мы решили уехать подальше от города, в село под названием Пуховка. Это одно из популярных мест среди киевских рыболовов. Здесь протекает река Десна и очень красивая природа. А главное, что за счет особенностей рельефа в этом месте практически отсутствует агрессивное деснянское течение, и рыбалка будет комфортной. В общем, сейчас мы замешаем корм, разложим все снасти, промаркеримся, заклипсуемся и будем ловить. Посмотрим, что у нас получится на этой рыбалке. Поскольку мы сегодня находимся абсолютно в новом для нас месте, и мы совсем не знаем, какая здесь рыба у нас будет клевать, мы взяли разнообразную прикормку. То есть в основном у нас будет прикормка нацелена на плотву и, конечно же, на леща, потому что уже сезон леща начался, уже тепло, лето, и хочется все-таки леща ловить. Поэтому мы сегодня будем делать замес из 3 килограмм сухой прикормки и также из 2 стиков добавки. Значит, одна пачка у нас прикормки большая плотва лещ. Также, поскольку это Десна, здесь течение довольно мощное, прикормка ривер, то есть это мелкофрикционная прикормка, которая при увлажнении становится довольно тяжелой и корм как бы удерживает на точке. И также мы взяли пакет прикормки лящ карамель, ну опять же для того же самого леща. Что касается добавок, это у нас 1 стик прикормки шоколад. Прикормку будем делать такую сладковатую. И также, чтобы это все было красиво и рыбу заинтересовывало, мы взяли еще стик флуоресцентной, такой вот ярко-желтой постанчины. Сейчас мы все это закинем в ведро, перемешаем в сухом виде. И затем мы все это дело увлажним на меласе. Причем эта меласа не просто меласа, это меласа ароматизирована. В данном случае она имеет аромат карамели. Не буду сейчас все это показывать, потому что действительно у нас замесы обычно плюс-минус одинаково происходят. Поэтому я вот рассказал. Сейчас мы просто это все высыпаем в ведро, перемешиваем. Затем меласу выливаем в воду. Воды я налил немного, потому что этой баночки хватает на пол-литра воды. Поэтому налил немного воды. Сейчас перемешаем и потом этой водой увлажним нашу прикормку. Вот и все. Ну и как обычно у нас будет замес состоять из 2 этапов. То есть первый раз увлажнили, перемешали, постояла прикормка 20 минут, пока там разложили все наши снасти, и увлажняем ее потом 2-й раз. И уже 2-м увлажнением доводим
консистенцию прикормки до идеала. Значит, пока наша прикормка увлажняется, мы уже разложили удилище, подцепили маркерный груз, и сейчас будем маркериться, попытаемся найти какое-то интересное место. Когда мы искали изначально место, думали, где нам стать, мы бросали эхолот, и он показал бровку где-то в 40 метрах от берега, может даже ближе. И там было достаточно много рыбы. Поэтому сейчас я, наверное, буду стараться там заклипсоваться. Но маркерный груз покажет нам уже более точно, где тут бровка. В данном месте течение не сильно интенсивное, поэтому кормушки будем использовать пока небольшие. Я имею в виду не тяжелые, то есть где-то грамм 80-90. А там посмотрим. Если сносить не будет, так и оставим. Так, и вот она, первая поклевка. Сейчас я подцепил пенопласт и один опарыш. Длинный поводок, метровый примерно. И вот сразу поклевка на первом же забросе. Был очень мощный удар. У Паши тоже поклевка. Да, есть рыбка у меня. И у меня есть. И у меня есть рыбка, есть. Небольшая густирка. У Паши то же самое. Значит, на нашей точке сейчас густира стоит. Для начала неплохо. Продолжаем. Вода меньше, пожалуйста. Немного хватануло, маленький крючочек. Так, и вот на втором забросе сразу же, вот только забросил, сразу поклевка. Тоже такая аккуратная, как и первая. Только в этот раз я забросил без пенопласта, просто один опарыш. Был хороший ударчик. Пока ничего. Опарыш, мы видим, что кончик опарыша рыба погрызла, высосала из него все соки и ушла. Сразу, моментально, только как раз подкручивал катушку, чтобы натянуть вершинку. В этот момент сразу была поклевка, был удар. Так, и по-моему опять без рыбы. Значит, надо... Сейчас посмотрим по опарышу. Явно рыба клюет сейчас не крупная совсем. Опять кончик опарыша погрызан. Рыбы нет. Значит, надо пробовать ждать подольше. Также, конечно, можно еще уменьшить крючок. Но он и так небольшой. Еще меньше не буду оставить крючок. Будем все-таки пытаться ловить на этот.
Действительно, может, подойдет что-то более крупнее со временем. Мы только начали ловить. Рано делать какие-то выводы. И как оказалось, на нашем месте было действительно очень большое количество мелкой густеры. Она клевала буквально на каждом забросе. И чтобы постараться как-то укрупнить рыбу, мы решили попробовать укоротить поводок и поставить более крупный крючок с большим количеством наживки. Но густера съедала все за секунду, как пиранья, а из-за большого крючка она просто перестала засекаться. И мы подумали, что лучше уж ловить мелочь и получать удовольствие от рыбалки, чем просто сидеть с пустым крючком. Поэтому мы вернули прежние поводки с маленьким крючком и косили густеру одну за одной. Но при этом мы очень надеялись, что нам повезет и все-таки клюнет более крупная рыба. Но при этом мы очень надеялись, что нам повезет и все-таки клюнет более крупная рыба. И спустя некоторое время так оно и случилось. Пока мы завтракали, у Влада произошла мощнейшая поклевка, и на крючке оказался крупный карась. Причем клюнул он на дополнительное удилище, где стоял так называемый еж из опарышей. Поставил я ежа, у нас в видео было показано, как его ставить. И мы отошли вот буквально по бутербродику скушать на завтрак, и клюнул такой неплохой карасик. Густера по-прежнему продолжала беспрерывно клевать, причем абсолютно на любые комбинации наживок. Поклевок было действительно очень большое количество, и даже нет смысла все показывать на видео. И самое интересное, что чем мельче рыбка, тем более мощнее поклевка. Немного позже начали проклевываться небольшие подлещики, и несколько минут спустя у меня последовала мощная уверенная поклевка. Очень мощная поклевка была, идет очень тяжело. Влад мне сейчас поможет с подсакой. Поводок тоненький, без фидергама. И давай очень аккуратно. Тоже лицо немножко открутил. Вот эта поклевка. Просто на одного опарыша. Без ничего. Один опарыш. Спасибо.
такой хороший карасик, кругленький. Надо экстрактор взять. Вот, просто на одного опарыша. Уже собрались ехать домой, собираться. И вот, можно сказать, последняя рыбка на сегодня. Клюнула на красного червя. Карась. Ну все, теперь можно уже заканчивать. Сейчас мы соберем вещи, покажем вам наш улов и будем ехать.